Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о вещах, которые категорически никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя поднимать с земли. Что это за такие вещи и предметы, которые могут привнести в вашу жизнь беды, проблемы, несчастья, создать дополнительные проблемы, друзья? Далее в этом видео обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Каждый из нас знает о том, что найденная вещь обладает своей определенной энергетикой, которую она получила от своего владельца. И эта энергетика может быть как положительной, так и отрицательной. И поэтому некоторые предметы, некоторые вещи могут втаить в себе достаточно много опасностей. На первый взгляд мы можем с вами подобрать эту вещь и даже не подумать о том, что эта вещь несет нам какую-то беду. Мы думаем о том в этот момент: о, нашла такую вещь, как здорово, а я о ней мечтала. Но таким образом высшие силы проверяют нас, насколько мы человечны, насколько мы эгоистичны в том или ином направлении. И очень часто мы с вами находим на улице вещи. И эти вещи мы рекомендуем не поднимать. И потому что найденные на улице вещи очень часто таят в себе разрушительную энергию. И потому что их зачастую, как правило, не теряют, а специально выбрасывают для того, чтобы вы подобрали. Таким образом, не только взяли себе эту вещь, взяли ее бесплатно, но и также приобрели негативную, деструктивную энергию, которая и привнесет в вашу жизнь проблемы, несчастье и так далее. Даже если вы сегодня не верите в эти народные приметы, поэтому все-таки чужие вещи не стоит подбирать. Помните о том, что это не вы туда их положили, не вы их бросили, не вы их потеряли и забыли. А значит, они уже точно по определению вещи не ваши. Но все-таки давайте поговорим более детально и точечно, какие же вещи не стоит поднимать. Давайте начнем с самого главного. Это деньги и это монетки. Вы знаете, деньги считаются энергетическими сильными предметами. И именно они являются излюбленным материалом тех, кто готов помочь избавиться от финансового неблагополучия за определенную сумму денег. И с помощью монеты, с помощью банкноты, денежные неудачи, проблемы переносятся с одного человека на другого. И вы таким образом, подняв эту банкноту, эту купюру, монету, вы тем самым активируете вот эту разрушительную негативную программу. Что дальше происходит, вы сами знаете. Поэтому не жадничайте, не берите никогда вещи земли. Далее, друзья, украшения. Любые потерянные украшения несут в себе символ несчастья. Вот это, знаете, как по умолчанию они уже это несут вам. Хотя особое значение в этом вопросе отдается колечкам. Считается, что именно это украшение имеет наиболее сильную энергетическую связь со своим владельцем. Через кольцо можно передать порчу, несчастную любовь и даже венец безбрачия. Поэтому не рекомендуется даже примерять на себе украшения близких людей, не говоря уже о тех, которых вы подобрали на улице. Далее колющие и режущие предметы. Вы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны подбирать всякого рода булавочки, брошки, иголки. Тем более, если вы их найдете на пороге вашего дома, потому что они содержат в себе огромный объем негативной энергии. Именно зачастую они и являются проводниками всего плохого в руках различных магов и колдунов. Помните об этом. Далее браслеты.
Обращаем ваше внимание, что есть браслеты, возможно, вы видели, которые сделаны из ниток и бисера. И они несут в себе очень сильную, разрушительную, негативную энергетику. И такое украшение зачастую является мощным оберегом и нередко делается собственными руками. Такие браслеты редко теряются случайно. Обычно они рвутся или слетают с рук из-за избытка негатива. То есть такие вещи, они взяли на себя определенную негативную программу. А человек, который подбирает вот такой вот браслет, скорее всего, ждет долгая и широкая черная полоса. Поэтому не стремитесь подбирать что-либо с земли. Далее расчески. Как правило, сегодня уже, наверное, никто не подбирает такие вещи, такое вот понимание, как расческа. Но вы должны понимать, расчески, так же как и личные вещи, те же зеркальца, браслет, имеют тесную связь со своим владельцем, с его мыслями, с его эмоциями, с его мечтами, желаниями, с его прошлым. И вы знаете, именно расчески раньше использовали в качестве магического атрибута, силу которого очень сложно переоценить. Поэтому, если вы увидели, идя где-то по дороге, на улице, и увидели расческу, не стремитесь ее поднимать, обойдите, пожалуйста. Далее крестик. Вы знаете, нательные крестики, они вообще сами по себе призваны ограждать своего владельца от всего негативного. И при потере, наоборот, они становятся мощным энергетическим оружием. И такая находка, она способна изменить судьбу нового владельца. Или другими словами, вы разделите все грехи и зло с прошлым обладателем нательного крестика. Возникает вопрос, надо ли вам такие беды или проблемы. Далее зеркало. Вы знаете, зеркало таит в себе очень большую магическую силу, и многие люди даже не подозревают об этом. Дело в том, что зеркальная поверхность таит в себе и прошлое своего владельца, в том числе и все то негативное и плохое, что происходило с его владельцем. А вы, подобрав это зеркальце или зеркало, будете думать о том, что, боже, ну какое же оно красивое, и как оно мне вот понадобилось или было нужно. Но таким образом вы подбираете и проблемы, которые были у того владельца, потому что, помните, зеркало, оно отзеркаливает, то есть оно со временем возвращает то обратно, что видела в своей жизни, потому что зеркало сначала принимает информацию, аккумулирует и после этого выдает. Поэтому мы, друзья, с вами неоднократно говорили о том, что возле зеркала мы никогда не плачем, не ругаемся, не выясняем отношения. Зеркало – это только то место, где мы показываем себя в хорошем понимании этого слова. Мы улыбаемся, мы показываем деньги, говорим, что мы самые богатые люди, что мы счастливые люди и так далее. Следующее, что не стоит подбирать, это наручные часы. Вы знаете, именно часы – это предмет очень тяжелый во всех смыслах этого слова. Часы нельзя дарить, нельзя подбирать, и такие часы, соответственно, нельзя носить. Особенно, если эти часы достались вам после смерти родственника. Конечно же, мы здесь имеем в виду, что вот если человек по отношению к вам был негативен, и вы взяли у него часы, то, знаете, они вам радости точно не принесут. Далее поговорим о игрушках самодельных, о всевозможных куколок, или еще в народе называют их мотанками. Вы знаете, вот такие вот куколки, игрушки, которые сделаны своими руками из ниток и из материала, считаются одной, наверное, из самых страшных вещей, которые есть, потому что такие куклы, игрушки несут огромную неудачу новому владельцу, потому что уменьшенное изображение человека в виде куколки сделано для того, чтобы причинить вред тому, кто возьмет вот себе игрушку такую домой. Кроме того, пожалуйста, предупредите своих детей и внуков, чтобы они никогда не только чтобы хотели, не хотели, а вообще никогда не подбирали, потому что дети очень падки на вот такие яркие какие-то игрушки, какие-то кошелечки, всякие мешочки и так далее. И ребенок, подбирая, он таким образом берет на себя вот эту энергию, негативную программу и приносит еще домой. Что
что самое, как правило, дети еще не показывают, они еще прячут в доме или в квартире, и мы находим это со временем. А это уже определенный период времени уже вам принесло определенные проблемы. Далее ключи. И, конечно же, каждый из нас бывает так, что может потерять ключи от квартиры, от офиса, от автомобиля. Но те ключи, о которых мы говорим, отличаются от тех, которыми обычно квартира открывает. Потому что такой ключ, как правило, будет один-одинешенок лежать в водоеме или в луже и ждать, когда кто-то его возьмет и откроет, знаете, так сказать, как шкатулку с несчастьями. Поэтому, пожалуйста, берегите себя и остерегайтесь вот таких вот вещей, которые могут принести вам проблемы и несчастья в вашу жизнь. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами услышимся уже в следующем видео.